Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен модели автомобиля ГАЗ-2402 Волга в масштабе 1:43, которая выпускалась с 1978 года на заводе Тантал и вплоть до 1991 года на заводе Радон. После 1991 года выпуск был продолжен силами предприятий Агат, Инкотекс и Массар. Реальный автомобиль ГАЗ-2402 Волга в грузопассажирском кузове «Универсал» производился с 1972 по 1987 год на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ. Базой для этой модели послужил седан ГАЗ-24 Волга. Как и все автомобили, Волга в советское время была машиной для очень состоятельных людей, а универсал ГАЗ-2402 кроме этого выпускался сравнительно небольшим тиражом и потому в частных руках был редко и у избранных. В основном ГАЗ-2402 использовался в служебных целях в роли такси и спецавтомобилей. Грузоподъемность у ГАЗ-2402 была самой высокой среди всех советских универсалов. Необычным решением конструкторов было размещение запаски и инструментов в отдельной нише под грузовой площадкой, а также третий ряд сидений в багажном отсеке. ГАЗ-2402 была первой моделью, которая производилась на производственном объединении Тантал из всего семейства Волга. Корпус и днище модели были из металла, салон и внешняя фурнитура из пластика. Это была первая саратовская модель, у которой открывались все части – капот, двери и багажник. Очень детально по сравнению с другими моделями того периода были проработаны детали двигателя, ходовой и коробки передач, непосредственно от которой в салон выходила ручка переключения скоростей. Общее исполнение модели было неплохим, но все-таки двери часто плохо прилегали и были заметны щели и неровности в местах их соприкосновения с кузовом. Модели был присвоен каталожный номер А13. Самые ранние модели, которые одновременно являются самыми редкими, не имели под задним мостом подпор, а в подкапотном пространстве нет выступов в виде конусов и имитаций патрубков и трубок. Также встречаются модели, днище которых покрашено в цвет кузова. Наличие черной передней панели в салоне или полностью черного салона, а также колес из серого полупрозрачного материала, так называемого капрона, также является характерной особенностью модели раннего периода. На днище присутствуют надписи «Сделано в СССР», масштаб и номер А13. Надпись названия «Волга ГАЗ-2402» находится в единой плоскости, то есть не было для модификации 02 отдельной прямоугольной площадки, которая появилась позже для унификации донышек. Модели почти всего номерного периода отличались наличием капота без так называемой кромки с внутренней его части. Также у модели до 1985-1986 года шов на внешней стороне покрышек смещен к их краю. Модели до 1983 года имеют узкие задние фары с темно-красным пластиком. Двери крепятся к днищу через специальное отверстие на нем. Карбюратор на модели выполнен отдельной деталью и он хромируется. На границе 1982-1983 годов на днище появляется дополнительная надпись «Made in USSR». Задние фары могут быть оранжевые и немного шире по размеру. В 1985-1986 году шов на внешней стороне покрышек смещается к середине. Примерно в 1986-1987 годах происходят более значительные изменения. На днище пропадает номер А13, с днища исчезают отверстия для крепления дверей. Сами двери начинают вставляться в отверстие пластикового салона. Также происходит изменение шрифта на днище, он становится немного крупнее. На днище могло не быть надписи Made in USSR и номера А13, но надпись «Сделано в СССР» присутствовала. Карбюратор на модели устанавливался уже не хромированный. Задние фары в этот период широкие и светло-красные. В конце 80-х, начале 90-х годов небольшой партией выпускался ГАЗ-2402 с неоткрывающимися дверями, модель довольно редкая на сегодняшний день. После 1991 года и до конца производства в 2012 году модель изменялась не в лучшую сторону. Днище могло быть как пластиковым, так и металлическим черного цвета. Диски колес были цельными хромированными. Салон был черным, а капот имел выступ-кромку с передней внутренней части капота для уменьшения щели между кузовом. В этот период возможно много других цветовых вариаций как пластика, так и кузова. Задние фары в этом периоде могут быть разные, но в основном широкие и темно-красные.
Как и большинство саратовских моделей, ГАЗ-2402 имел довольно внушительное число моделей так называемого нестандартного исполнения. Имеются в виду экземпляры, которые имели на кузове какие-либо наклейки, рисунки или памятные надписи. Такие модели у коллекционеров ценятся сегодня очень высоко из-за ограниченного их тиража, а также из-за небольшого их количества на рынке в хорошем состоянии. Мои модели ГАЗ-2402 «Волга», судя по перечисленным мной особенностям, относятся к 3 разным временным периодам. Самой ранней является темно-зеленая без Made in USSR на днище и с номером А13. Год ее выпуска 1980, судя по днищу, капоту, задним фарам, цвету покраски и печати с датой на родной коробочке. Волга с Made in USSR на днище и с номером А13 выпущена до середины 80-х, и если судить по печати на коробке, то она 1985 года. А самая поздняя без номера на днище, вероятно, выпущена после 1927 года. Коробок на эту модель есть несколько вариантов. Самая редкая и почитаемая у коллекционеров с надписью «Новый экспорт». Затем более частая, которая шла в комплекте с номерными моделями и на которой был их каталожный номер, а также вставки из текста и полос золотого цвета. И самая поздняя без номера и без золотых вставок. Цены на эту модель очень непредсказуемые и колеблются в широком диапазоне в зависимости от множества факторов. За модель в хорошем состоянии, без коробки и без номера на днище в стандартном цвете в среднем продавцы просят от $15. Дальше уже цена может меняться в сторону увеличения очень большими шагами и доходить и до $1000, как из-за какой-то редкой расцветки и памятных надписей, так и каких-то редких конструктивных особенностей. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора. Надеюсь, было интересно и познавательно. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и комментировать. Если есть какие-то дополнения, то будет интересно узнать, так как модель имеет много малоизвестных особенностей, влияющих на ее редкость и уникальность. Всем мирного неба над головой!